Привет, друзья! Рада приветствовать вас на моем канале. А кто сегодня с нами впервые, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Итак, поехали. Сегодня у меня ножки вернулись после зимы. Давненько не было педикюра, покрытия. И я убираю длину. На больших пальчиках мы видим трещины посередине ноготочка. Это произошло от того, что ногти не вовремя подстригались, вернее не подстригались, и упирались в обуви, что привело к таким трещинам. Поэтому я всегда рекомендую даже с гель-лаком, если вы не успели сделать коррекцию или сходить на педикюр вовремя, обрезать ногти самостоятельно. Это нужно для того, чтобы избежать вот таких вот проблем, как в данной ситуации, или анихолизиса, если у вас ногти будут покрыты гель-лаком. Я уже обрезала длину и опиливаю форму. Делаю квадратную, слегка скругляю углы. Далее отодвигаю кутикулу пушером. Фрезой пламя вычищаю птеригий. Работаю, как обычно, на 15-17 тысячах оборотов. Сначала на форварде обрабатываю левую сторону, затем переключаю на реверс и обрабатываю правую сторону. Работаю пламенем аккуратно. Здесь важно не давить на ноготь, а упираться в кожу. То есть в зоне кутикулы я упираюсь на внутреннюю стенку кожи, а сбоку на боковой валик. Теперь аналогично обрабатываю правую сторону на реверсе. Еще важно в работе с пламенем хорошо отодвигать кожу. Делаю это левой рукой. Таким образом мы видим рабочую зону и не спиливаем ноготь. Далее меняю фрезу на удлиненную почку 0,5 диаметра. Этой фрезой удобно шлифовать поверхность ногтей. Делаю это на 13 тысячах оборотов. С пальчиками пока все, и теперь переходим к обработке стопы. Приклеила на диск М файл на 100 грит. Включаю 13 тысяч оборотов, работаю на форварде. А также не забываю включить пылесос. Ставлю 80% и вперед. Движения плавные, работаю только там, где есть огрубевшие участки кожи.
При работе упираюсь на мизинец. Рука не должна висеть в воздухе. Кожа на стопе при обработке дисками должна быть натянута. Когда обрабатываю пяточку, прошу клиента натянуть пальчики, а когда обрабатываю плюсневую часть, сама фиксирую стопу левой рукой. You know that I'ma keep it cool. With you I feel like breaking rules. On the edge, looking out with no parachute. You know I'm dreaming about us too. Playing around without a clue. On the edge, leaning out. With us it's all or nothing. Ooh. Далее меняю файл на более мягкий, 180 грит, и шлифую стопу. В конечном итоге использую полирующий файл. Это может быть 240 грит или 320. Моим новым аппаратом с пылесосом работать одно удовольствие. Пыль хорошо всасывается вовнутрь. А сейчас я специально выключаю пылесос, чтобы вы могли видеть, как пыль разлетается повсюду. Поэтому при работе с дисками рекомендую использовать любой доступный пылесос. Обработка стопы завершена. В конечном итоге я смачиваю стопу мыльной водой, вытираю полотенцем и перехожу к пальчикам. Также увлажняю пальчики мыльной водой, вычищаю подногтевые валики кюреткой или пушером, как в данной ситуации. Теперь срезаю кутикулу ножничками. Теперь дорабатываю синусы накожницами.
Подготавливаю ноготки к покрытию, обезжириваю нейл-препом и покрываю тонким слоем базы. Для покрытия такого крошечного мизинчика использую тонкую кисть. В покрытии сегодня используем нежно-голубой цвет и розово-сиреневый. Большой ноготь с помощью тонкой кисти делю на две части. Просушиваю в лампе и теперь рисую веточку черной гель-краской. Серединки листочков закрашиваю глиттерным гелем. В конечном итоге перекрываю все топом, окончательно просушиваю в лампе и вытираю липкий слой. А теперь давайте вместе посмотрим на результат. Если вам понравился этот сюжет или был полезен, ставьте лайк, пишите комментарии, мне будет приятно. А также не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем желаю хорошего вечера и творческих успехов. До встречи в новых видео. Пока-пока.